Всем добрый день, меня зовут Юлиана Титаева, я руководитель агентства по развитию двустороннего сотрудничества Россия-Бразилия и член правления аналитического центра ресурсной стратегии. В этом видео мы поговорим о проблемах БРИКС и его будущем. Периодически в разговорах я слышу скепсис по поводу БРИКС, мол, нет никакой согласованности, оттого нет эффективности, в общем-то, одни разговоры. В ЕС, например, не без шероховатостей, но глобальный консенсус есть. А в НАТО так вообще в ногу все ходят строем. Но такие сравнения некорректны, это сущности совершенно разного порядка. И вот почему. Европейский Союз – это региональное интеграционное объединение с мощным национальным аппаратом и общей валютой. И европейские государства, как минимум по принципу географической близости, являются естественными партнерами. Наднациональная власть, брюссельская бюрократия последовательно поглощает европейские рынки и вместе с тем забирает суверенитет у национальных государств. Оттого и возникает эта согласованность, что фактически есть признаки единого государства. Более того, теперь еще и Объединенная Европа находится в большой энергетической зависимости от США, поскольку доступа к дешевым российским энергоресурсам более нет. НАТО – это военно-политический блок, главный инструмент стратегического контроля США над Европой. На долю штатов приходится около 70% расходов Альянса. При этом военная самостоятельность европейских государств достаточно сильно ограничена. Там многие армии недофинансированы и зависят от поставок американских вооружений, технологий, разведданных и так далее. Исключение составляет разве что Франция, обладающая ядерным оружием и самым мощным в Европе ВПК. У остальных стран, собственно, самостоятельности гораздо меньше, и поэтому особо и выбора нет. Теперь давайте разберем, что такое БРИКС. Ну, во-первых, БРИКС – это не организация и никакой не союз, это по сути форум. Он не институциализирован, у него нет устава, у него нет постоянного секретариата, нет обязывающих решений, нет единого бюджета и юридического механизма исполнения. Новый банк развития, так называемый банк БРИКС, это пока что скорее символ, чем инструмент. И как и, например, G20, БРИКС – это платформа для диалога по экономике, по финансовым вопросам, устойчивому развитию, климату, здравоохранению и другим глобальным темам. И страны БРИКС при этом, что очень важно понимать, они находятся в разных геополитических и геоэкономических положениях. Они имеют различные интересы и, что также немаловажно, противоречия. Но всех их объединяет желание создать альтернативу западной финансовой системе, с помощью которой Соединенные Штаты Америки в той или иной степени диктуют свою волю. То есть создание многополярной системы международных отношений. Одновременно с этим ЕС и НАТО – это продукты системы международных отношений, установленной по результатам Второй мировой войны. БРИКС – это контуры следующей модели международных отношений, той самой мультиполярной системы международных отношений. И, конечно, быстрые переходы от одной модели к другой случаются только через большой конфликт в горячей форме. Пока его нету, в общем, и, собственно, мы наблюдаем долгую перестройку, такая холодная война 2.0. Можно сравнить с разворотом огромного корабля, который, в общем, так медленно, но неотвратимо это делает. И вот чем больше США используют доллар, SWIFT как оружие, тем сильнее у партнеров внутри БРИКС возникает мотивация выстраивать альтернативный финансовый контур. И вот как раз события этого года нам наглядно это демонстрируют. После прихода к власти Дональда Трампа он сразу же начал переговоры с Россией по конфликту на Украине. Поскольку предложения Вашингтона и Москвы являются обоюдно неприемлемыми, то есть наши минимальные требования США принять не могут, так же, как и мы не можем согласиться на их,
Соглашение дипломатическим путем достичь не удалось, и администрация Трампа начала давить на Россию, угрожая введением новых санкций. Но надо понимать, что, как мы знаем, против России уже введено максимально возможное количество санкций, и нового там особо ничего не придумаешь. Особенно из числа того, что могло бы действительно как-то радикально повлиять на российскую экономику. Собственно, и сам Трамп упоминал, что сомневается в эффективности этой затеи. Но, тем не менее, задачу решать как-то надо, и Трамп переключился на главных торговых партнеров России и начал угрожать им, то есть пытаться применять вторичные санкции, угрожать ими. Самые большие объемы российской нефти покупают Индия и Китай. И по логике Трампа, если делать они это перестанут, то у России не будет денег на продолжение боевых действий. В общем, логика-то есть, но с Китаем так не пройдет. Заявлять можно о намерении ввести какие угодно санкции против Китая, но взаимозависимость американской и китайских экономик настолько высока, что США пострадают от этих санкций в равной степени, как и Китай. С Индией ситуация уже другая. На Индию Трамп надавил в крайне грубой форме, мол, правительство Моди спонсирует российскую специальную операцию, и повесил на Индию тариф в 25% вдобавок к уже существующему 25% тарифу. То есть итого получилось 50%. Вместе с тем из всей большой четверки БРИКС, большая четверка — это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Индия является самым близким партнером США, в первую очередь потому, что Индии нужны военные гарантии США в процессе своего противостояния с Пакистаном, который, кстати говоря, является китайским прокси. Но наезд был сделан в настолько приказном тоне, что Индия сильно возмутилась и наотрез отказалась выполнять американские требования. Можно поискать записи индийских ТВ-программ, все каналы очень сильно ругают Трампа, общество возмущено, а высокопоставленные индийские чиновники полетели в Москву договариваться о расширении энергетического сотрудничества и, более того, военного сотрудничества с Россией. И при этом, что тоже очень интересно, Индия отказалась от закупки американских истребителей F-35. В официальном заявлении Нарендра Моди сказал, что Индия суверенная держава, и свою внешнюю политику она будет определять самостоятельно. И при этом начал планировать ранее непланируемый свой визит в Пекин на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в конце этого месяца, в конце августа. Ну, это и логично. Индия – это большая экономика, нефть является кровью этой экономики, и Индии очень выгодно покупать российскую нефть с дисконтом. В общем-то, можно констатировать, что Индия выдвинула решительный протест. Одновременно с этим Трамп начал оказывать также давление и на Бразилию. Ну, во-первых, США очень не нравится разработанная бразильским центральным банком платежная система PIX, которая несколько лет назад произвела настоящую революцию в Бразилии, поскольку благодаря ей фактически пропадает необходимость наличия банковских карт. Эта платежная система помогает в том числе развиваться микро- и малому бизнесу, обеспечивая доступность переводов мгновенно и бесплатно. Нужно лишь наличие мобильного устройства и интернета. Все дело в том, что эта система отнимает рынок у американских платежных систем Visa и MasterCard, а также у компании Meta. И 15 июля Вашингтон объявил о начале расследования недобросовестной торговой практики в Бразилии. PIX – это Бразилия. Мы не потерпим нападок на PIX, который является достоянием нашего народа, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Также недавно Верховный суд Бразилии отправил под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару, которого судят по делу о попытке государственного переворота. Сеньор Болсонару – проамериканский политик, которого в мировых СМИ даже прозвали тропическим Трампом. Впрочем, надо отметить, он в большей степени именно протрамповский политик, чем проамериканский. Потому что, к примеру, когда в 2021 году на смену республиканцу Трампу пришла демократическая администрация Байдена, отношения США и Бразилии, которую на тот момент возглавлял Болсонару, заметно охладели, при этом достаточно быстро. 16 февраля 2022 года Жаир Болсонару даже посетил Москву с официальным визитом и встретился с Владимиром Путиным, несмотря на, внимание, прямой запрет США.
Администрация Трампа, разумеется, расценивает это судебное дело как политическое преследование и вводит против Бразилии дополнительный тариф в 40% вдобавок к 10%, которые были уже до этого. То есть итого у Бразилии получается 50%, так же, как и у Индии. Также США вводят персональные санкции против судьи Верховного федерального суда Бразилии Александра де Мораеса. Помимо дела Болсонару, Мораес стал известен благодаря ряду громких судебных решений, направленных против американских компаний. Так, в августе 2024 года он распорядился заморозить счета Starlink Holding, принадлежащие предпринимателю Илону Маску, а также постановил ограничить доступ к соцсети X. Кроме того, им были установлены штрафы за обход блокировок через VPN. Пользователям грозило взыскание до примерно $9 тысяч в сутки. Что здесь можно сказать? Можно как угодно расценивать решения, принимаемые Верховным судом Бразилии, но то, что делает США, является неприкрытым, грубым вмешательством во внутренние дела суверенной страны. И это факт, и спорить с ним невозможно. То есть США буквально диктует бразильскому народу, что ему можно делать, а что нельзя. Президент Лула да Силва заявил, что Бразилия получила уведомление о введении пошлин в абсолютно авторитарной форме, так же, как и Индия, и сообщил, что обсудит с лидерами БРИКС введение Соединенными Штатами пошлин на товары стран-участников объединения, и то, что он намерен скоординировать реакцию на пошлины США с лидерами Индии и Китая. Индия и Китай, в свою очередь, намерены возобновить прямое авиасообщение в сентябре. Две самые густонаселенные страны мира, по 1,5 миллиарда каждая, стремятся восстановить политические отношения. И РФ и Бразилия одновременно с этим на фоне угроз США ввести санкции подписали меморандум о наращивании финансового сотрудничества. Об этом нам сообщает вестник бразильского правительства. То есть своим грубым давлением Трамп, по сути, сглаживает все противоречия между странами БРИКС и устраняет причины, по которым они не шли на дальнейшее сближение. У всего есть свои пределы, в том числе и у санкционной политики. Как в случае Индии, так и в случае Бразилии сопротивление такому грубому давлению уже является вопросом национального самоуважения. И вот эта ситуация уже действительно опасная для США, потому что большая четверка БРИКС – это вообще-то треть всей мировой экономики. Их общий ВВП по паритету покупательной способности составляет $70,5 триллионов, а США это примерно $30,5 миллионов. То есть если БРИКС действительно выступит единым фронтом, то США будет нанесен сильнейший удар, хоть и самой большой четверке тоже, безусловно, достанется. Но условия сближения стран БРИКС не обуславливаются политической волей участников или их дипломатическим мастерством. Так сложились обстоятельства. Это прямой результат ошибок администрации Трампа. Не потому, что вот мы, страны БРИКС, такие молодцы и приняли волевое решение, а потому что Трамп делает все для того, чтобы таким образом сложились обстоятельства, чтобы это произошло. Но все же сейчас тот самый момент, когда БРИКС, который был всего лишь пунктиром, такими проявляющимися очертаниями новой многополярной системы международных отношений, может себя осознать как настоящая антизападная коалиция. Кстати, вот интересный факт, небольшое такое отступление от темы. В российском информационном пространстве используется понятие коллективного Запада, то есть группы проамериканских стран во главе с, естественно, Соединенными Штатами, в которые входят Англия, Канада, страны Европейского Союза, Австралия, Япония и Южная Корея. И все остальные у нас это либо глобальный Юг, либо глобальный Восток, либо, как любит выражаться наш МИД, мировое большинство. И вот что интересно, в Бразилии общество мыслит себя Западом. Они говорят, мы Запад. То есть я думаю о том, что, вероятно, потому что в России в большей степени имеется в виду политический фактор, нежели географический. Оттого у нас Австралия и относится к коллективному Западу, хотя, очевидно, она находится совершенно не на Западе. Вот. В России Бразилия, да, для нас это лидер Латинской Америки, отдельного самостоятельного региона на карте мира. Мы не называем страны Латинской Америки западными.
хоть они географически и находятся на Западе. И вот я не раз имела оживленные беседы на эту тему с коллегами и друзьями из Бразилии. В общем-то, это такая интересная тема. В португальской версии у нас есть еще второй канал, где мы дублируем контент на португальском. Там я попросила подписчиков написать свои комментарии, что они думают на эту тему. Это всегда очень такие прям оживленные обсуждения. Возвращаясь к основной теме, в общем-то, именно то, что мешало странам БРИКС по-настоящему объединиться, а именно разная степень зависимости от США. Сейчас это нивелируется санкционной политикой Трампа. То есть он, можно сказать, подвел страны Большой Четверки БРИКС под такой общий знаменатель. В общем, и это теперь создает условия для их реальной консолидации в один единый фронт. И будем надеяться на то, что группа БРИКС использует сложившиеся обстоятельства для действительного усиления, объединения, наращивания своего экономического сотрудничества, и, возможно, все-таки уже действительно случится институциализация БРИКС, и самое главное, ускорится создание альтернативного финансового контура, то есть появится своя резервная валюта, появится общая валюта БРИКС, система переводов платежей, свои страховые компании, а затем логистическая инфраструктура. И также я слышала мнение, есть еще люди, которые даже воображают военный альянс. Среди мнений военных экспертов я не слышала не встречала тех, кто считает, что это практически возможно, но вот необходимость наращивания военно-технического сотрудничества среди стран БРИКС — это определенно одно из таких, в общем, перспективных направлений с большим потенциалом. Так что события в сфере международных отношений развиваются суперстремительно, за чем достаточно интересно наблюдать с исследовательской точки зрения. Будем пристально следить за дальнейшими действиями Большой Четверки БРИКС и надеяться на реальное практическое укрепление группы. Ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал на YouTube, а также приглашаю подписаться на мой авторский телеграм-канал, где вы найдете еще больше интересного о Бразилии и БРИКС. Благодарю за то, что смотрите канал. Всем пока, до скорого.